Натали. Сейчас я попрошу тебя, осмотри, пожалуйста, пространство вокруг нашей планеты. Постарайся определить основные виды существ, паразитов, которые обладают наибольшей степенью влияния на людей. Хорошо. Постарайся расставить их по порядку, по иерархии, значимости, степени влияния. Когда расставишь, скажи. Ну, если по значимости, то первыми будут рептилии. Если по влиянию, первыми будут спруты. Хорошо. Давай начнем тогда с расстановки по степени влияния. Угу. Опиши, пожалуйста, что у тебя получилось, кто возглавляет этот ряд, и двигайся к менее значимым. Ну, по влиянию тогда спруты, рептилии, серые, демоны, как их эти драконы, инсектоиды, наги, потом слизни. Есть смысл продолжать дальше ряд, или там уже редко встречающиеся, или их степень влияния растворяется в общем потоке? Ну, дальше это больше похоже на как устройство. Что значит устройство? Это какие-то искусственно созданные моменты или что? Ну да, искусственные. Ну, Но там они работают пауки в всякие. автоматическом режиме каком-то сами по себе? Или ими кто-то управляет? Ими управляют. Структура подразумевает некую подчиненность одних другим, или она больше какая-то негласная? Я имею в виду, подчиняются ли рептилии спрутам, серые рептилиям, признают ли они их авторитет над собой? Ну, они признают авторитет, ну, допустим, все подчиняются рептилиям. То есть формально даже осьминоги, они подчиняются как бы рептилиям, да? Нет, осьминоги никому не подчиняются. То есть они как отдельная какая-то каста существуют или что? Но они не отдельно, они взаимодействуют с рептилиями. Давай проясним один момент. На каких основаниях они взаимодействуют с рептилиями? Взаимодействуют ли они еще с кем-то, кроме рептилий? Чтобы разобраться в структуре иерархии. Но в основном они контактируют с ними и взаимодействуют с ними. Хорошо. Мы описали сейчас иерархическую структуру. Скажем, в количественном соотношении. То В есть, количественном соотношении будут первые рептилии, потом серые, потом демоны, потом инсектоиды, эти драконы, потом будут эти спруты, а потом только змеи, потом только наги, да? потом, да, слизни и все остальные. То есть получается, что осьминогов больше, чем нагов, слизней. Или ты говорила о Вот том эта количестве иерархия, душ, на которые они которую я влияют? назвала по до слизней, это те, которые обладают каким-то осознаванием себя, понял? Не, То есть они себя осознают как нечто, отдельное. То есть да, как какое-то личность сознание, какая-то. личность какая-то там и Мгм. так далее. Личность в том Все понимании. остальные, они просто как роботы, машины. Я понял. Исходя из последней классификации, то есть наиболее многочисленные, это у нас рептилии, предлагаю начать с них. Сейчас я начну отсчет от 1 до 3. По мере моего счета я попрошу тебя отправиться в тот момент и в то место, где появилась первая рептилия. На счет 1, 2, 3.
Да. Расскажи, пожалуйста, что ты видишь? Вижу планету. Она вся как залита мазутом полностью. Ты можешь определить время относительно нынешнего момента? Это, наверное, миллиарды лет. Что это за Миллиард. пространство? Что это за планета? И почему она так выглядит? Можешь понять? Да, она полностью, как это сказать, уничтожена, высосана. На этой планете нет жизни. Это физическое пространство? Да. Попробуй отмотать еще время назад. Как оно выглядело до момента уничтожения? На ней была жизнь. Флора, фауна. Осознанные существа были? Я имею в виду те, у которых была душа. Я не вижу таких. А кто присутствует? Какая энергия присутствует на этой планете? Ну, есть какие-то животные, насекомые. Ну, то есть сутевая. Да. Хорошо. Что происходит дальше? В результате каких событий она превратилась в безжизненную планету, покрытую какой-то субстанцией? Я вижу, что на эту планету как огромная такое, знаешь, капля капает, начинает растекаться, разбегаться во все стороны, полностью поглощая ее. Что это за вещество или субстанция? Это энергетическая такая, можно сказать, мазута, которая обволакивает, высасывая жизнь из всего, к чему притрагивается. Попробуй понять природу происхождения этой субстанции, обладает ли она каким-либо сознанием, что ее двигает, почему она приблизилась вообще к этой планете и вот попала на нее. Она ищет пищу и находит ее, опустошая планету. Она действует как единое целое или от нее отделяются какие-то фрагменты, не знаю, капли эти, и остаются на этих планетах существовать, их поедать, и она двигается дальше, или она постоянно в Она едином? довольно быстро распространяется и поедает все. А что Идет, именно да. она поедает? Органику. Она высасывает всю энергию, все погибает. То есть она питается энергией всего живого, находящегося на этой планете. А сама планета обладает, в принципе, тоже некой сутевой энергией. Она тоже как-то вытаскивает? Да, но планета мертвая полностью после этого. Ну вот в этом состоянии, в этом моменте, вот на этой планете и появилась первая рептилия, как рептилия. Ну, так как мы их видим. В один момент эти капли не собрались обратно воедино, а приобрели какой-то вид, ну вот, похожий на рептилию. Это совокупность каких-то факторов, энергий, в результате чего? Что сошлось в одной точке, что эта субстанция обрела форму? Возможно, было какое-то влияние извне. Это определенная эволюция, они приобрели сначала форму этого мазута, а потом как отдельную. Еще один момент. Скажи, пожалуйста, эта субстанция, она физическая или астральная? Ну, это энергетическая субстанция. То есть она существует на тонком плане. На физическом плане ее, в принципе, обнаружить невозможно было бы. Ну, исходя из нашего видения. Ну, это как будто была планета, и все умерло в один момент на ней. Ну, то есть, Как распространяющаяся, расползающаяся какая-то пустота. то есть внешне, на физическом Растения, уровне это выглядело именно так. все рассыпается, животные умирают. Знаешь, у меня даже такое ощущение, что после нее как бы, ну вот тела животных, они не гниют, а просто ну как пепел, знаешь, становятся со временем, рассыпаются. То есть неорганические
какие-то элементы, они все-таки остаются. Первая Да, рептилия, она возникла также на тонком плане? да. Физического тела не имела. М. Опиши, пожалуйста, как выглядело первое существо, которое Как сформировалось. крокодил. Ну, она прямоходящая или она Прямо ходящая? ходящий, да. Высокая, низкая? То есть насколько крупное оно было, это первое существо? Ну, достаточно. Нет, оно не крупное. Не крупное. Потом начал набирать массу. За счет чего начал набирать массу? За счет поглощения То есть таких же субстанция? капель. Мгм. Да, То есть она продолжила формироваться из той же субстанции. да. Формировались сразу несколько существ или сначала появилось одно? Ну, примерно, да. Как, Примерно сразу, но по очереди, как бы не в один момент. какое количество вот в первый момент рептилий было сформировано из того количества субстанций, которое вот переместилось к этой планете? То есть я так понимаю, что это был некий организм, который в процессе поглощения планет, накопления энергии, возможно, информации, которую он поглощал вместе с этими планетами, эволюционировал в нечто вот как рептилии, да? Мгм. То есть из той первоначальной субстанции какое количество рептилий сформировалось? Но я не знаю, как ответить на твой вопрос. Но Ну, будем постепенно их называть их становилось первородными. больше. Ну, то есть те, которые вот имели частицу первоначальной субстанции. Вот так, наверное, скажем. Не которых они потом создавали, или как они там воспроизводили себя, это мы выясним позже, а которые именно вот формировались эволюционно этот момент. Тысячи их были, они шли за этой субстанцией дальше. То есть этот момент, он растянулся во времени и не локально на этой планете. Но когда эта субстанция пожирала планету, она шла дальше. За ней шли эти рептилии. Ну, то есть на астральном плане как-то двигались за ней. Да. Ясно. Давай остановимся в этом моменте, продолжим потом с него. По поводу возникновения первоначальной этой субстанции. Ты можешь понять, откуда она взялась? Попробуй вернуться к самому истоку. Что это была за энергия, как она трансформировалась в нечто подобное, у которого такие цели. Сначала она не была как мазута, она была как черный дым. Потом дым уплотнился, стал как сажа. Потом уже превратился в это мазута. Под действием чего все это происходило? Накопление энергии, Откуда поглощение. брало первое накопление? Каким образом происходило? То есть пока оно еще было чем-то более таким легким, воздушным. Но она поглощала звезды и планеты. Вот это вот, которая масса как мазута, оно к звездам уже не притрагивалось. А вот первое, то, что было как дым, оно и звезды поглощало. А почему в более плотном состоянии к звездам уже не приближалось? Что мешало? Как-то оно не нужно. Приходит, что оно Не та энергия? не та энергия или как-то не то качество. Знаешь, оно как вода для них. Ну вот если ты кушать хочешь, напился воды и есть чувство полного желудка, но насыщения нет. Также для них энергия звезд. Безжизненная? Но не насыщающая. Хорошо. Дым откуда появился? Из воронки. Опиши, пожалуйста, что это за воронка? Но в моем представлении это похоже на черную дыру. Из нее что-то вышло? Да, этот дым начинает вылазить. Что-то влияет на этот процесс? Изнутри, извне? Откуда берется такой колоссальный объем энергии для того, чтобы покинуть это пространство? Знаешь, как единичное событие
То есть, мне кажется, это момент образования вот этой воронки. Есть выброс. То есть это был момент формирования черной дыры? Ну или того, что выглядит как черная дыра? Да, ну то есть вот в момент, когда она сформировалась, идет выброс. Вот этот первоначальный черный дым или туман, ты можешь в том моменте понять его суть в глобальном смысле? То есть что это, возможно, кто это, есть ли там признаки сознания, каких-то намерений, хоть какие-то совокупности чего-то понятного? Но есть, как знаешь, что-то наподобие инстинкта неосознанного расти, набирать массу. Ну, как выживание, закрепиться. Источник этой программы ты можешь отследить? Ну, и источник и есть это самое дымка это. Смотри, как себе я вижу этот процесс формирования черной дыры. Не вижу, точнее, как это происходит. Ну, возможно, происходит некое уплотнение энергии до состояния черной дыры, в результате которого в момент формирования, то есть когда она уплотняется до определенного момента, и происходит вот именно уже формирование черной дыры, происходит отделение некой субстанции, которая являлась частью чего-то целого, большего. То есть вот та часть, которая отделилась, она в ней прописана программа на рост, уничтожение и так далее. Что это была за часть вот того целого? Ну вот смотри, в тот момент, ну я как я вижу здесь, тебе объясню, Угу. может тебе будет понятно. Вот есть пространство, да? Под влиянием чего-то оно расщепляется на частицы творения и меняет свое качество на противоположное. То есть частица не творения, а разрушения получается. Антиматерия? Ну, я не знаю, что такое антиматерия, как оно работает. Просто, ну вот та энергия, из которой создается все Угу. мироздание, оно приобретает противоположный смысл. Дуальность? Но из этого и рождается дуальность. То есть, по сути, ты отследила момент возникновения вот этой двойственной структуры. Да, Создание, разрушение, темное, светлое, хорошее, плохое. да. Мгм. То есть, в принципе, ну, мы увидели момент возникновения плохого по факту. Черного, разрушающего, поглощающего. Но это не естественный процесс, понимаешь? Он какой-то искусственный. Так не должно было быть. Хорошо. Ну, это чужеродная здесь материя. Смотри шире. Может быть, во времени, в пространстве. Что привело к созданию этой как бы воронки? Что запустило процесс? Какая-то пушка. Я вижу какое-то устройство, оно похоже на оружие. Материально? Да. Где оно находится? Ну, находится на планете. Оно похоже на телескоп. Само это устройство стоит. Похоже на обсерваторию. Знаешь, такое какое-то здание. Круглое. Насколько крупная установка? Но очень крупное. Ну так, если можно вагон, да, вот как вагон от поезда. Вот Мгм. такое оно в обхвате, наверное. И длиннее раза в 2 или больше даже. Ну, оно сложнее, чем просто круглое. Там ну, вот эта часть, которая ближе ну, к полу, да, оно шире, потом какая-то дуга идет к более узкой части. Еще более длинная дуга идет от основания
до, до еще более узкой части. То есть она такая, не неровный цилиндр. Есть Да, какие-то дополнительные дуги, какие-то шарики. давай определимся с местом, где это происходит, что это за планета, кто создал эту установку, с какой целью. Начни с описания планеты и существ, которые на ней живут. Это существа, похожие на людей. У них есть души. Насколько они похожи? То есть они прямоходящие, такого же роста, черты лица. Они прямоходящие, очень худые, высокие, в костюмах. Ты сказала, в костюмах они одеты как-то все похожим образом? Да, у них костюмы, типа, знаешь, как костюмы химзащиты, ну, такие комбинезоны с капюшонами и маски на лице. Это ты описала людей, которые находятся в том пространстве, которое вот возле этой установки, или это Да. планета в целом? Ну, я смотрю возле установки. Ну, то есть это лаборатория некая, да? Есть ли у них какие-то знаки отличия, может быть? У них есть, похоже, знаешь, на груди, как нашивка какая-то. А так все в одинаковых. Ты бы оценила их как гражданских исследователей, там, сотрудников лабораторий, или это военные? Это вообще какая-то отдельная каста. Они живут здесь и работают, они не общаются с другими, А как чем это изолированы. обусловлено? Это режим секретности? Секретность, да. От кого они Но защищают не для того, информацию? чтобы не узнал кто-то, Мгм. ну вот как у нас между странами, а для того, чтобы население не знало. Что происходит в этой лаборатории? Да, ну вообще о ходе исследования. А что они исследуют? Что они ищут? У них очень много направлений. Они все создают искусственно. И каким образом? Где они берут энергию, материю для создания объектов? У них установки, которые собирают энергию, причем разного рода. У них нет понятия топлива. Все работает на энергии. Энергию они собирают из пространства, которое находится вокруг них, или из других каких-то планет, Из галактик? пространства, из космоса. У них много разных технологий, и это одна компенсирует другую. Хорошо, попробуй описать их планету. Как она выглядит? Есть ли там растения, животные, или там только бетонный металл? Ты знаешь, это не похоже на бетон и металл, это какая-то белая, ну вот похоже, знаешь, побеленные дома, какая-то пористая структура снаружи. И оно все сделано как, ну как соты. Может быть, это полимер? Ну, может, я не знаю. Белая, вот белая точно. Между сотами есть пустые соты. В них похоже что-то на зеркала. Ну, похоже на футбольный мяч, знаешь, с мелким рисунком. Те, кто находится за пределами лаборатории, как они живут, как организованы их? Там есть ли какие-то признаки иерархии, цели, в конце концов, какие-то? Ну, есть иерархия, она делит на две группы. Те, которые участвуют в создании, ну, в разработках всего, это как, ну, типа правительство, только они не издают законы. Они просто делают все, чтобы управлять Мгм. процессами. Есть ли у них культура, эмоции, понятие добра и зла или еще что-либо подобное? Мораль. Нет добра и зла такого, как у нас. Понятия нет, но свое какое-то есть. Ну, хорошо, плохо, оценок есть.
Есть оценки, да? понятия, да. Культура есть? У тех, кто занимается технологиями, нет. У них есть только практичность, да? Да. Есть вторая часть населения. Они в каком-то отдельном месте находятся, отделенные от основной массы промышленной этой. И я так понимаю, их оттуда не выпускают. Они там доживают свои дни. Они выживают, как отбросы какие-то общества. А чем обусловлено это разделение? В это пространство замкнутое сбрасывают тех, кто не вписывается в механизм. В концепцию некую? Их общество? Но это не в общество, а в процесс, понял? Они вписываются по каким критериям? Ну, недостаточно умные, усидчивые Да, или что? То есть не по каким-то бракован. умственным показателям? У них есть какое-то тестирование? Ну, и физическим и умственным, То есть геноцид такой своего рода? наверное. Ну, похоже или нет? Ну, это у них очень просто. То есть тот, кто не подходит, тот отбрасывается в сторону. Все. Ну, их малый процент, их кормят там, но на них не тратят территорию и ресурсы какие-то. У них остается возможность рождать детей или как они вообще появляются, им подобные? Нет, они не рожают давно сами. А как появляются новые представители рас? Они тоже их точно так же создают, как и все остальные Да. объекты на своей планете? А на что похож процесс Причем создания? создают они их не просто, они создают их, ну, как совершенствуют, геномодифицируют там, как у нас растения, так у них детей тоже. Они их создают, ну, в смысле, это как из эмбрионов, из яйцеклетки, или они их печатают на молекулярном принтере буквально? Нет, они их создают как, да, как в пробирке эмбрион и выращивают. Я понял. У них четко разграничено обучение, то есть обучают чему-то одному. То есть сразу специализация закладывается на Да, какой-то определенный момент. специализация, да. Мгм. А скажи, пожалуйста, их ДНК, она похожа на нашу? Можешь посмотреть? Ну, хотя бы структуру какую-то приблизительную. Ну, их ДНК, она на нашу похожа, только она как из кусков каких-то состоит, знаешь, как лоскуты сшитые. Это Ну, я результат так их понимаю, это, действий. да, собрано из кусков. Хорошо. Давай по планете закроем уже полностью вопросы. Попробуй понять, существует ли эта планета до нынешнего времени, то есть на момент сейчас, и эта цивилизация также. Планета не существует. Цивилизация? Ну, в каком-то виде, да, существует. Это серые. Ого. Вот это поворот. Да, они мне были похожи на серых, когда вот в тот момент, когда мы их сейчас смотрели. Они больше похожи на людей. Я понял. Так, возвращаемся к рептилиям. Ну, то есть сначала возвращаемся в лабораторию, потому что мы все дальше и дальше уходим от темы. Ну, то есть та цивилизация — это предки или прародители Ну да, этих серых. такие Охренеть. далекие предки очень. Я понял. В лабораторию возвращаемся. Пожалуйста, посмотри, что это за установка, с какой целью она была спроектирована, что они хотели получить изначально. Ну, цель их была создать какой-то источник неиссякаемой энергии. Ну, такой бытовой энергии, понял? Угу. Тот результат, который получился в результате этого эксперимента, то есть возникновение той воронки, так и было запланировано изначально или что-то Нет, пошло не так? они рассчитывали на совсем другой результат. Давай посмотрим вот именно сам запуск эксперимента, то есть насколько это было растянуто во времени,
То есть с момента, как нажали кнопку «Пуск», что происходило, ну, хотя бы неким образом попробую описать, и их восприятие ситуации, их реакция. Ну, они запускают это устройство. Сначала что-то происходит внутри него, что-то аккумулируется, какие-то частицы. И потом эти частицы выстреливают лучом таким. Конечная Но цель — у это меня был такое какой-то объект или просто пространство? впечатление, что образуется много-много черных дыр, ну вот таких вот воронок, а потом оно в одну так раз и как срослось. То, куда направлена установка была, это был какой-то объект или это была просто точка в пространстве? Ну, точка в пространстве, в космосе, рассчитанная на, ну, как бы в их расчетах, то есть не случайные. То есть не случайно запланированная точка в пространстве, в которой, в принципе, никакой объект не находился. Просто было важно понять, была ли там какая-то звезда, планета или скопление чего-либо. То есть просто точка в пространстве с какими-то определенными свойствами или на Нет, она пересечении чего-либо. рассчитана для удобства использования той энергии, которую они планировали получить. Хорошо. Это первый раз, когда они создавали такой энергетический портал или объект, с которого они Да. получают энергию. До этого они Ну, делали оно каким-то другим должно образом? было работать наоборот, как бы не всасывая, а отдавая энергию, как-то стягивая ее. Собирать, аккумулировать, а потом они могли бы ее туда Ну, забрать, как да? выброс, да, был бы. Ну, собирать у них энергию получилось. И не только энергию. Нет, но оно должно было в обратную сторону действовать. Для того, чтобы действовать в обратную сторону, нужно сначала собрать. Ну, то есть Ну, оно и, должно было собирать и отдавать. с другой стороны, да. То есть наизнанку получился как-то объект? Да, вот, Не в ту сторону. правильно сказал. А из какого пространства они хотели получать эту энергию? Ну, если взять вот, я сейчас тебе попробую описать, это вот черная дыра, ну, это объект некий, который имеет настолько огромную массу, что поглощает даже свет. И по ту сторону что-то находится этого объекта. И если его развернуть в обратную сторону, то он будет оттуда тянуть свет, материю, энергию и так далее. Вот что находится за ним? Откуда они планировали брать это все? Можно так это как-то интерпретировать? Ну, если по-простому, что находится за черной дырой? Куда все уходит? Можешь понять? Ну вот смотри, то, что они хотели получить, работает как, ну вот, пылесос, понимаешь? Оно должно было стягивать из космоса и выплевывать как бы сюда, понял? Но у них получилось, что он стягивает с космоса, а выплевывает непонятно куда. Так вот, а куда выплевывает? Оно выплевывает за пределы мироздания, получается. К пустоте оно Ну, нас. если туда что-то, если в пустоту что-то выплевывать, то пустота становится уже не пустотой. Там что-то формируется? Нет, оно подтягивается к краям, только оно как-то уже не такого качества. А какие свойства приобретает? Ну, мертвое оно все. А что значит мертвая? Ну, если говорить об энергии, предположим. Что значит мертвая энергия? Оно как коркой обволакивает. Если брать, ну, да, там энергию творения и разрушения, как мы сегодня видели, Угу. то эта мертвая, она вообще нейтральная. А она может трансформироваться в нечто иное, эта энергия? Со временем или в результате каких-то событий? Подлежит ли она трансформации в дальнейшем? Трансформации. Я не пойму, с какой стороны подойти. Оно лежит, знаешь, как как песок. Ну, загреби какой-нибудь Сейчас, подожди объем секунду. и закинь ее в ядро. И посмотри, что Нет, произойдет. ты знаешь, вот оно
Ну, я просто посмотрела момент, когда расширяется и сужается вот а, Вселенная. И в этот момент, ну, оно и ведет себя как песок, знаешь, то есть оно отстает от основной массы, потом ее разбрасывает, ну, во все стороны, потом она подтягивается обратно, как мусор. То есть она в процессе дальше не участвует, эта энергия. Ну, вот ты сказал, загреби в ядро, и все, и ничего. Ну, перегорает, и все. Без результата? Да, ничего не выделяется. Я понял. Если подвести итог, то, в принципе, результат действия этих черных дыр, их можно характеризовать как негативный. То есть, или нейтральный. Вот как? Но больше в нашем понимании негативный, потому что как будто внутреннее давление Вселенной понижается за счет этого. Или И плотность она, понижается. ну или плотность, да. И она расширяется медленнее. То есть замедляет процесс. Ну, как свищ, понимаешь? А если посмотреть в перспективе, ну вот куда-то очень далеко вперед, воздействие этих черных дыр, их, во-первых, немало, что со временем произойдет со всем пространством, когда оно втянется туда, приобретет Ну, нейтральный характер. смотри, когда Вселенная сжимается обратно, все черные дыры нейтрализуются, они как выворачиваются и перестают существовать, то есть уходят. Я тебя понял. То есть, в принципе, весь этот кавардак, Я он поняла, это происходит знаешь, в одном цикле. это не портал, ну вот не просто в пространстве созданный портал. Это как втянутая пустота в пространство Вселенной, понял? Вот если ты пальцем шарик с водой, ну, надавишь, понял, у тебя получится вот это вот, ну, резина, которую ты продавила, она внутри воды. Вот так же и дыра эта подтягивает Как вмятина. пустоту, да, Я внутрь. понял. И за счет того, что она втянута, возникает типа, ну, турбулентности, что ли, какой-то. То есть все, что происходит сейчас, ну, это, в принципе, и так закономерно, понятно. То есть наличие этих дыр, этого эксперимента, это все происходит в одном цикле. То есть в следующем цикле все будет совершенно иначе, или в предыдущем все было совершенно иначе. Да, но если таких дыр сделать очень много, то До наоборот, следующего цикла мы уже не нас дотянуть. вывернет так, да, что просто перестанет существовать все. То есть наоборот, понял? А скажи, пожалуйста, андронный коллайдер, который создан на Земле, он похож чем-то на ту установку, которую ты увидел на той планете? Вот, Может да, быть, похож. по принципу Но я не действия? знаю, как внешне не похож. По принципу действия и по результатам. Да. Только коллайдер, он одну частичку берет, а там было много очень. То есть все отличается. И коллайдер, он как-то в две стороны. У него, как объяснить, результат внутри, а это результат снаружи. Коллайдер разгоняет две частицы навстречу друг другу, в результате их столкновения образуется вот этот элемент антиматерия, объект. Ну, ты понял, ну как-то вот идет внутри все у Мгм. коллайдера нашего, Ну да. а там наружу, Но ну, суть вовне. понятна. Но при этом вот по поводу точки в пространстве. Для того, чтобы получить такой эффект, им нужно было направить поток частиц и столкнуть его со встречным потоком. Посмотри, пожалуйста, момент формирования. Было ли столкновение чего-либо с Да, чем-либо? потому что вот те маленькие дырочки, которые я тебе говорила, срослись в одну, они были на одной плоскости. Мгм. Ну вот когда я увидела, их много было, как на листе, на плоском, А что двигалось навстречу? такой же поток.
Источник отследить сможешь? Сейчас ищу. Ну, я вижу корабль с такой пушкой, Кто только управляет? она, ну, такие же, Кораблих. да. Только она не... Вот в той частице были эти, а это их как-то собрала и сконцентрировала. Это какие-то другие частицы. Ну, Если бы я в этом понимала, я бы, ну наверное... я уже представил себе эту ситуацию. То есть понял, как собрано в пучок что-то, Угу. а там они были изначально заложены. Аккумулирована какая-то энергия. Да. Хорошо. Произошло то, что произошло. Они увидели результат. Как они его увидели? Я имею в виду, оценили. Как положительный или... Ну, они поняли, что вообще произошло. Они поняли, что оно не работает. Ну, они приближались к этому объекту, который создан был, или нет? Там была какая-то установка рядом, которая должна была в процессе подсоединиться, как раструб какой-то. Она висела так в пространстве, где-то неподалеку. И сначала поглотила ее. Они отслеживали это все. Они поняли, что начало как-то в себя все подтягивать. Эта воронка. Ну и все. Они увидели, что сформировалась некая субстанция или черный пар, который отделился от этой. Нет, они этого не заметили. Они смотрели, ну, ждали другую энергию. То есть они это игнорировали, по сути. Даже если увидел кто-то, да? Ну да. Ну, оно как, знаешь, вот, когда оно сформировалось, оно как, ну, вот как хлопушка, да, дым идет от Я понял. хлопушки. То есть он раз и все. Хорошо. Дальнейшие действия? Они вернули свой корабль, сказали обходить стороной То есть то сектор место. закрыли. Да, и просто запечатали как-то это для себя. То есть, по сути, не создали черную дыру первую. Ну, если это черная дыра, ну мне вот оно и похоже в моем представлении. Вот по поводу похоже, не похоже. А можешь ли ты сравнить с другими черными дырами, насколько мне известно их множество, и что способствовало возникновению других подобных объектов? Можешь понять? Как чтобы уже было ясно, это действительно черная дыра? Или посмотри, существовал ли в тот момент объект похожий на тот, который был создан искусственно? Нет, не было. Черные дыры тогда были? Те, Нет, которые вот мы знаем сейчас. нет, не было. И эта дыра стала похожа на те, которые мы знаем со временем, когда к ней уже подтянулась. Вот эти вот. Хорошо. Ну, А, стало обрамление такое же. а другие черные дыры в результате чего возникли? Тоже удара частиц. Опять это искусственный процесс или это что-то Нет, иное? все, что появляется, оно имеет свойство, ну, как воспроизводиться, разрастаться. Если бы не было этой, не было и бы других. То есть первоначальная черная дыра инициирует процесс создания подобных ей каким-то образом? Ну, все так, да. А не может ли быть так, что подобные ей черные дыры формируются под воздействием той нейтральной энергии, которая фокусируется в каких-то местах? Вот того выброса, который происходит наружу по мере скопления, концентрации или еще чего-то такого. Но с этим я связи не вижу. То есть все происходит изнутри, не Вот ты извне. понимаешь, я тебе попытаюсь объяснить, как запустился механизм, может, ты поймешь лучше. Вот частицы, они двигались хаотично, да, там, что кто-то направленно, кто-то хаотично. И, ну, как у них была определенная, как бы, структура поведения.
И когда появился вот этот удар и сформировалась эта черная дыра, у них появилась новая модель поведения. У этих частиц? Ну, у всех частиц, да. Можно ли сказать, что другие черные дыры, которые возникли после нее, они являются все-таки следствием первоначальной? Так что Ну, можно окончательно конечно. подытожить. Не было бы первой, не было бы и других. Действует какая-то программа или что в конце концов? Ну, то есть по какому принципу возникают новые объекты подобные? Я имею в виду место, объем. Ну вот смотри, если у тебя в наборе, да, есть 4 краски: желтая, красная, зеленая, там еще какая-нибудь. И вот ты пользуешься все время этими 4 цветами, а потом случайно ты смешал 2 и получил еще один цвет. Ты будешь все время смешивать и пользоваться им. Также пространство повторяет этот процесс, и все. То есть запускается какой-то цикличный Это как механизм. болезнь, как сбой в организме человека. То есть это не потому, что это хорошо или плохо, а потому что появился какой-то новый навык. И все, и он запустился как, ну, в общую программу, и все. Есть процессы, и они взаимосвязаны. Хорошо. Возвращаемся к рептилоидам. Процесс эволюции первоначальной вот этой дымчатой массы к более плотной в результате накопления энергии или информации происходит вот этап эволюции, чем обусловлен? Чистая энергия или все-таки есть информационная составляющая? Но за счет накопления энергии плотность повышается, а за счет накопления информации была приобретена эта форма. Я понял. Они поглощали планеты как обладающие только сутевой энергией, ну или на которых находились объекты, обладающие сутевой энергией, так и планеты, на которых находились одушевленные существа. Да. Что происходило с душами, когда эта субстанция поглощала эти планеты? Ну, первые прожигали, И уходили? да, потому что они поглощали сразу всю планету. А потом они стали поглощать ее постепенно, нарастая как цунами. Но первоначальная стратегия была, получается, более эффективная. Нет. Почему? А почему более Ну, эффективно? потому что если раньше они поглощали планету целиком за короткий интервал времени, то потом они стали это делать как-то волнообразно, постепенно. Да, это вызывало страх и панику. Какой-то выброс более эффективно происходило все. Ну, можно было души захватить эти. Ну, это, да, хороший источник энергии. То есть изначально, в принципе, душа воспринималась как источник энергии, и все. Да. Души Но захвачены они в тот первый момент. поняли, что когда, ам, ну, как субстанция, да, получила такой навык, что когда душа не успевает там испугаться, пострадать, попытаться убежать, существо, которое обладает душой, Да. то оно просто прожигает субстанцию и уходит, душа сама. А вот с таким они тогда могли как-то залепить это тело астральное, ну, душу оставить себе. Оно, когда было еще вот не мазутом этим, оно как бы просто подбирало питание, то, которое необходимо. То есть А происходило уже постепенное дальше, формирование сознания, да? да, да, Мгм. Так, уже и дальше дальше? оно шло уже, ну, как эволюционировало, можно сказать. И уже тогда появлялась стратегия какая-то. Хорошо. Ну, то есть до того момента, как сформировалась первая рептилия, эта субстанция не касалась ничьей души. Я правильно тебя понял? Да. То есть не было на пути ни планет, ни каких-либо, Но их не ничего-либо еще. выбирали, они были. Были, но
но они не подходили Не подходили по какой причине? по качеству. Ну, как По- маленький новорожденный ребенок не может съесть, там, я не знаю, кусок мяса, даже если захочет. Нечем, понимаешь, проживать. Ясно. Хорошо, появились первые рептилии на той планете. Субстанция двинулась дальше. Вновь созданные товарищи последовали за ней. Цели поменялись, или она все так же двигалась к планетам чистой сутевой энергии? Ты знаешь, у меня такое впечатление, что они появились, и они как были, ну, мозгом, можно сказать. То есть контроль перешел к ним. Да, И в конце концов не они последовали за ней, а они направляли ее. да. Я понял. Хорошо, как скоро они выбрали в качестве объекта питания первую планету, на которой находились существа, обладающие душой? Ну, достаточно скоро. Просто перенаправили на планету другого качества. И вот тогда эти души ушли, прожигая в них дыры. То есть это был первый захват, когда еще не было никакой вот такой стратегии по поводу того, что надо Да. постепенно, создавая страх, ужас, негативные эмоции. Да, но они просто попробовали, но информация о том, насколько это питательно, да, у них осталась. А эта субстанция, она существует и по сей день, первоначальная? Или она Нет, уже полностью вся трансформировалась? она не просто трансформировалась, она, ну, была растаскана этими же рептилиями. То есть они и есть эта субстанция, по сути. Я Но понял. отдельно ее в таком масштабе нет. То есть в каждом из них есть. Я понял. К тому моменту, как субстанция себя исчерпала, то есть уже был создан новый вид в каком-то количественном составе, я так понимаю, немалом, в конце концов. К какому моменту они себя осознали как ну, некое сообщество, так скажем? Они То есть, себя как сообщество не осознавали, они боролись друг с другом, поглощали друг друга. а цель борьбы друг с другом какая была? Рост? Ну да, то есть влияние, рост и владение этими душами, ну то есть большим питанием. То есть, по сути, формировалась некая внутренняя иерархия в результате таких событий. Да. Кто-то стал больше, жирнее, сильнее. Мгм. Я понял. К тому моменту, как вся субстанция была растаскана, то есть новые уже не появлялись сами по себе, не формировались в результате вот этого эволюционного процесса. В дальнейшем, каким образом стал происходить процесс создания новых рептилий? В результате каких событий они создавали себе подобных и под действием чего? Ну, когда начали накапливаться души в этой субстанции, они хотели как-то себе взять, себе, ну, поделить. Но если они выдергивали эти души из субстанции, они уходили. И они понимали, что надо, ну, создать правильные условия, потому что субстанция общая, ну, и души, которые в ней, они ее питают для Мгм. всех. А они хотели каждый персонально себе. И к чему они пришли в результате? Они начали поглощать эту субстанцию, души они потеряли, те, которые были в ней. А нет, кто? Кто-то растащил, кто-то потерял. Хорошо, а когда эту субстанцию они растаскивали, то есть ты говоришь, многие удалось уйти, многим душам, а кого-то все-таки удалось зафиксировать и утащить. За счет чего им удалось удержать их вне Ну субстанции? вот Вот тем они, первым. знаешь, как ком взяли субстанции этой, ну, мазута, и в мазуте унесли. Один додумался, и все начали делать так. А те, кто повыдергивали изначально, те потеряли. Ясно. Ну, ты понимаешь, это было молниеносно, то есть до одного дошло, что надо там какую-то часть взять и смыться.
И все начали, ну, бояться опоздать, урвать же кусок. Но этот процесс, в принципе, понятен. Хорошо. Ну а к моменту все-таки воспроизводства, то есть создания новых себе подобных. Мгм. То есть из субстанции уже, в общем-то, ее нету. Ее уже все растащили. У кого-то в ней там души хранятся, кто-то ее так просто поглотил в виде энергии для того, чтобы подрасти. Создание себе подобных. Вообще цель такая у них когда-либо возникала изначально. Ну, если им вообще наплевать на все происходящее, сожрались там друг друга, получилось в результате одна жирная огромная рептилия и закончились на этом все изыскания. Ну, так, в принципе, они и делают, просто, ну, представь, ты можешь создать армию из себя. Вот к вопросу из себя, что это значит. Ну, они как могут поглощать, так и делиться, ну вот, отделять от себя части. То есть ты хочешь сказать, что создание новых рептилий сопровождается тем, что происходит отделение какой-то части от уже Да, существующей? То есть они как этими почкованием делятся? ну, Ну, отделил от себя кусок, получилась какая-то штука, из нее потом сформировалась маленькая рептилия. мгм. Подконтрольная, скорее всего. Вот если Которая она появилась. отпочковалась от одной рептилии, она мало отличается от другой. Ну, а подчиняется ли она той первоначальной, от которой отделилась? Конечно, подчиняется, дабы ее не поглотили обратно. А они как-то маркируют своих, как так сказать, отпрысков? Как одна рептилия отличает то, что это чужое? Ну, принадлежность какая-то информационная. А вот этот процесс деления, его можно как-то нарушить каким-то глобальным, я не знаю, событием, явлением или еще чем-то? Ну, чтобы они потеряли эту способность делиться. Они растут за счет поглощенной энергии. Чем они больше, тем больше они могут создать себе подобных. То есть при условии дефицита энергии они не смогут делиться. Но, скорее всего, наоборот, они начнут поглощать друг друга, и ну, кто больше, тот и выживет, знаешь, из этой серии. Ну, то есть в конце концов они сами себя То есть уничтожат. пока у них такая гонка, знаешь, ну как кто круче. Тем более численность важна при взаимодействии с другими видами. Я понял. Хорошо. Переместись, пожалуйста, в наше время. Скажи, пожалуйста, существует ли какая-то верховная рептилия, которая возглавляет вообще все их вот это вот? Ну, конечно, всегда есть верхушка. Он или оно одно такое, или их несколько, там может быть совет Ну, я какой-то, встречала, да, их. группа. Ну, у нас есть, допустим, на Земле главный там, ну, Бог типа, да, Бог всех религий. Вот. А у них есть, ну, другие там, которые отвечают за, ну, как главнокомандующий, да, всеми отделениями. То есть не только к Земле относящиеся. То есть на Земле есть главный, главный преглавный и главнее главного, и все они там друг под другом. Ну, ты можешь убрать одного, на его место становится тот, который под ним, и вот, ну, и они взаимозаменяемые. То есть А это не определяет, да, там, ну, какими-то качествами или они там, ну, не матка в улье. Понял? То есть они ничем не отличаются от других. только размером. Да. А размер, он что им дает? Какую способность? Они могут там кому-то противостоять там себе подобным более активно там. Более Ну, мелкое может они могут поглотить более крупное? Нет, она вот, я тебя ну, ты считываешь мои ответы, поэтому сам отвечай. Ну, во-первых, поглощает больше. Почему они не, ну, вот рядом перемещались с этой массой, даже когда масса была, понял? Не ныряя обратно, потому что она бы поглотила их. Но при этом они каким-то образом ее контролировали. Да, это как одно целое все равно.
Вот также и большие рептилии, они, во-первых, ну, то есть это есть их армия, считай, да, но их объем, он подразумевает деление на большее количество особей. А если эти особи сразу, ну, как бы дать доступ к какой-то энергии, то они еще и вырастут и будут еще мощнее. Ну, то есть это, скажем так, убойная сила. Я понял. И плюс, ну, размер, он, ну, может поглощать Определяет все других. значимости. Мгм. Да, степень влияния на собратьев. Хорошо. На момент сейчас рептилии кому-то подчиняются? Вот самый там какая-то верхушка. Да, они не знают об этом, но они подчиняются. Кому? Спрутам. Чудесно. А посредством чего спруты обрели власть над ними? Ну, или подчинили их себе так негласно? Что даже рептилии об этом не знают. Ну, они очень правильно с ними обращаются. У рептилий есть эго, есть понятие личности, да. Они выбрали для себя личности, ну, как дети наряжаются в мамины платья, красятся. Да, но они же не становятся при этом взрослыми женщинами. Ну, вот если представил себе рептилии, наряженные в танские платья и накрашенные. Это такие Ну, проба я не об сравнения. этом. С красными губами такие. Ну, они хотели с душами, ну, они как подражают, да, существам, которые имеют души. И у них эго есть, ну, вполне такое серьезное. То есть они создают искусственно себе некие образы, некие подобия личности, да? На Ну, основании... изначально создавали, но теперь это норма. Ну, как ты, когда искусственный интеллект обучаешь, да, сначала это выглядит очень глупо и смешно, а потом страшно. Когда он начинает сам делать выводы и просчитывать то, что ты уже не можешь просчитать. А имена они себе сами дают? Насколько я знаю, у них вроде как есть некие имена. Ну, у них имена, чем выше должность, ну, выше должности они являются именем. Не понял. Ну, допустим, у него спрашивают имя, он говорит какое-то имя, а значит оно совсем, ну, допустим, звание, да, генерал. Угу. Вот ты его отправляешь в ядро, на его место становится другое, его тоже зовут генерал. А, все понятно. Ну, понял? То есть у них имена как титулы. Да, да. И не бывает рептилий с одинаковым рангом? Ну смотри, если это высшие ранги, то они как бы, ну, передаются, да, тому, кто занимает их место. Допустим, какой-то слой, он может иметь одно имя. Понимаешь? Хорошо. Двигаемся дальше. Цель глобальная их существования. Расти, развиваться, Развиваться поглощать. в каком направлении? Ну, власть свою распространять. То есть зона влияния? Да, как персональная, так и всего вида. А чем в их понимании измеряется их степень влияния, власти? Ну, количеством территории поглощенной энергии. Ну и размерами, наверное, да? Ну, размерами понятно, это как результат уже. Хорошо. Скажи, пожалуйста, рептилии, они... Имеется ли у них такое понятие, как возраст? Существует ли момент конца? Начало мы уже определили. То есть момент смерти. Ну, как естественный процесс. Ну, и он Перерождение. может быть поглощен, Мгм. и, ну, когда они поглощают друг друга, уже второй раз тот же самый не получается. Понял? Не совсем. Ну Но вот если одна смотри, рептилия есть, поглощает другую, то одна становится частью первой. да, есть большая рептилия,
есть маленькая рептилия. Так. Маленькая рептилия, она чем-то занимается, что-то о себе мнит, как-то себя называет, как-то себя осознает. Вот ее поглощает первая рептилия, и она становится частью И, ее. и Ну, все как то, что ее ты съел, надуманные, становится частью твоего организма, да, то есть там расщепляется и проникает в твой организм. то есть вся ее Да, там личность, да, опыт и так да. далее. Да, и когда эта же рептилия решит там воспроизвести какую-то другую, да, отделить от себя, то никогда не получится то, которое он поглотил. Это новые вот, как чистые листы. Ну, только себе подобное может создать. Ну да. Вот мне просто интересно, если ты говоришь, что отщепив от себя, ну, получается какая-нибудь мелкая гадина, она там подчиняется, но ты говоришь, что она там мнит и что-то там пытается делать самостоятельно. Вот тот момент, когда она решает делать что-то самостоятельно, а как вообще появляется? Как она приходит к этому? Ну, вот это на этом эго все работает. То есть, в принципе, возможен момент, когда как бы отпрыски могут уйти из-под контроля той первоначальной, Да. которая создала. Взбунтоваться там. Ну, конечно. Мгм. То есть у них там свои постоянные какие-то вот эти перевороты. Да, у них борьба, все время борьба. Мгм. Хорошо. Ну, то есть Они главное аккуратно, чтобы не четко задолбали. четко свою территорию охраняют, ну вот очень ревностно относятся. Хорошо, в том первом моменте, когда мы увидели рептилии, когда они исследовали, точнее, они направляли еще ту субстанцию, насколько я понял, у них присутствовало некое какое-то вот общее сознание. Или Нет, общая какая-то суть, или что-то такое. Вот, то есть они шли в одном направлении, направляли все вместе единым каким-то они потоком эту. просто боялись отойти, Каким образом они синхронизировали свои действия, свои устремления? договорились, ну так же, как и То сейчас. есть вербально. Ну, я имею в виду в результате общения, взаимодействия друг с другом. Это не был какой-то единый импульс или общая Нет, какая-то это мысль, не было которая... единый импульс, это была общая идея и цель улучшить качество своей жизни. Ясно. То есть посовещались, ну или там сарафаном это все распространилось, и все там, да, порулили, да? Мгм. А не было на тот момент уже какого-то там лидера-вдохновителя? Нет, То есть еще не было никакой иерархии в тот момент. потом появился. Мгм. Хорошо. Сейчас весь тот накопленный опыт, потенциал, энергию, она имеет какие-то центры, в которых фокусируется? То есть где хранится весь опыт и информация? Информация, ну, она есть у той рептилии, которая, Верховной. да. Ну хорошо, вот мы сейчас возьмем эту верховную рептилию и гонем в ядро. У остальных Ну, есть информация. же куча ее детей, так называемых, у которых есть та же информация. Мгм. То есть даже самая мелкая рептилия обладает тем же самым объемом информации, которым обладает самая огромная. Правильно понимаю? Ну вот смотри, допустим, возьмем большую рептилию, которая бог, да, М? и рептилию, которая командный центр, который управляет там, есть связующим звеном между разными колониями. Вот, у них информация разная. То есть опыт, да, ну как бы есть он общий, как у людей опыт есть, да, но при этом у них как, ну вот как у нас разные расы, разные какие-то, ну, привычки, законы, способы действия, также у них. То есть, в принципе, информацию они передают посредством общения, Да, еще каких-то технических средств, но общей концепции сознания у них нету. Но вот просто ты упомянул тот момент, что та рептилия, которая воспроизвела себе подобную, ну вот отщепила от себя, она дает той же информации, что и да, первоначальная. но дальше ее путь идет, пока ее опять не поглотят. Ясно. А есть ли у них какая-то, может быть, база данных, ну вот наподобие библиотеки, я не знаю, там какого-то хранилища, где они аккумулируют те знания, опыт, навыки, А ну или по в конце поводу концов себя, по поводу
не знаю, технических средств, там, еще чего-то? Нет, такого нет. Есть база, ну, типа хроники Акаши, где хранится архив по людям, да, ну, по душам, которые им подчиняются. Хорошо. А сами они, ну, как бы берегут свой опыт для себя. Ясно. То есть у них, в принципе, у каждой собственное какое-то сознание, собственная какая-то база данных и знаний, которая, ну, в Да, общем-то, еще и оберегает. да. Мгм. А если, допустим, вот одна рептилия поглощает другую с каким-то вот Ага, набором знаний, информации, она получает эти да. данные? Но это, я так понял, происходит нечасто ввиду того, что, в принципе, у них принципы иерархии достаточно строгие. Если кто-то М. слопает чужое, могут и его слопать. Но чужое не трогают, потому что они знают, что они просто уничтожат друг друга и все. То есть на этом держится вообще вся их структура, их вот этого общества Да. называемого. Ну, к примеру, ну, они здесь, да, тут начали междуусобную войну. Одна рептилия, там самая жирная, всех начала поглощать и поглотила. И Мгм. вот пока она одна, и, допустим, серые могут в нее там чем-нибудь пульнуть, и все, и нет рептилий, хозяев. Ну, у них же есть еще внешние факторы, не только их межпуха. Ну а если так обстоят дела, то почему серые, в принципе, не захватили контроль до сих пор над всем этим? Рептилии им чем-то полезны? Ну, их слишком много, во-первых. Во-вторых, серым пока удобно так, но Мгм. они продумывают варианты. Переворота. Ну да, на случай, если понадобится. Это не то, что они там выжидают и готовят, а просто они, ну, как бы накапливают информацию, технологии, ресурсы потихоньку. Хорошо. Наталья, посмотри, пожалуйста, как устроены тела рептилий. Ну, то есть астральные, энергетические. Попробуй описать структуру. Ну, суть их это мазута. Они могут быть энергией. То есть, по сути, они какие-то энергетические существа или что? Ну вот если так из центра смотреть, что является Ну, основой, вот как... смотри, энергетические существа это те, которые обладают душой. Ну это я понимаю. Я Но пытаюсь они аналогию какую-то найти. антиэнергетические существа, которые поглощают энергию. То есть я понимаю, энергетические существа это те, которые есть энергия и, в принципе, ну, как рассеивается, да, ну, вовне. У Ага. них есть душа. А эти, они как поглощающие. Я не знаю, как их назвать, но они не физические, астральные, энергетические, тонкоматериальные. Физических тел не имеют. Я понял. А вот если по аналогии с одушевленным существом, есть ли у них какая-либо подключка к чему-либо единому? Вот если существо с душой есть подключение к общему сознанию, то в виде нити, то М-м. у них. То есть они такие Нет. локальные объекты. Да. Принадлежность есть, а отключения нет. Они, кстати, пытались создать какое-то что-то подобное, как похоже на, ну, типа эгрегора, что ли. И знаешь, как вот перепрограммируется на уровне этого эгрегора, и все получают эту программу. Брали часть мутирующую, часть тех, которых создали искусственно. Пробовали с таким работать. То есть эгрегор как источник энергии, создать некий эгрегор, ну или структуру, похожую на эгрегор, которая явилась бы единым источником энергии для всех них. Но нет, это не источник энергии. Это как информационный такой вброс просто. Информационный центр. Прошивка. Я не понял, с какой целью они хотели его создать. Чтобы получить такую рабочую силу, подавить амбиции какие-то. Я не понял в принципе концепцию. Какую рабочую силу, для каких целей? А, Мы сейчас говорили о тех рептилиях, которые были изначально. Да.
от начала времен, да, там своих. Да. Существуют еще мутанты рептилии, модифицированные, которые созданы искусственно, А созданы кем? созданы серыми. Они пытались их подавить. Ну, изначально идея была создать более совершенный вид, но те крокодилы, которые там наверху, они, ну, они не в восторге были от более совершенных. И многие виды перемешали между собой. И такие эксперименты были популярны одно время у них. Ты сейчас о серых говоришь. У серых, но рептилии тоже решили не отставать. И идея показалась им хорошая, но потом они поняли, что они не готовы уступать свои позиции более совершенным представителям. Поэтому очень быстро они захотели их. Все созданные были ликвидированы? Нет, они как низшие из низших. Есть те, которые пробились все-таки наверх. Они оказались полезны, ну как бы, но все равно им не дают А с какой целью, в власти. принципе, пытались создать новых вот этих вот товарищей? Была создана какая-то фигня типа эгрегора, просто по форме напоминающая эгрегор, которая являла собой определенную емкость и подключение к этим уже экспериментальным образцам рептилий. Им запускали программу, и она должна была на них влиять одновременно, ну как интернет, да, рассылка. Все, я понял. То есть это была структура создана не для питания, а для контроля чисто. Власть и Питание. ресурсы, да. Но это как раз в Вот это как раз о плоскости власти. власти, да. Да. Теперь понятно. Ну и чем их, в конце концов, не устроил этот проект? В чем их было совершенство такое, что он их прямо так расстроил, напугало, если, по сути, не получали ресурс для управления? Что-то не сработало? Или их не устроило то, что этот процесс могли контролировать серые? Создание программ, управление теми группами, которые подключены к тому эгрегору. Во-первых, поглотив их, получаешь то же самое, Ту же но программу? мутации. Они просто испугались, что можно создать армию, да, и если кто-то поглотит их, он приобретет их качество, а возможно у серых есть технологии, которые могут, ну, быть опасными. В общем, они побоялись просто вирусного захвата. Но я имею в виду, что в результате, если бы распространилась эта программа через поглощение друг друга, а они, в принципе, не брезгуют подобными методами, то в результате все или огромное количество рептилий могли бы попасть Стать под под влияние контроль, да. того эгрегора, той структуры, а по сути в дальнейшем Не под контролем серых. структуры, а вообще, да, они боялись, что они заложили какой-то вирус, лазейку. И программу свернули. Да. Хорошо. Ну, то есть мы уже определили, что рептилии сами по себе какие-то локальные Ну, только существа. один вид выбился из модифицированных и очень приветствуется первородными. Да я не понимаю, чем он отличается. Сейчас я попробую понять. Я поняла. Это вид, который потом создали сами рептилии. Но это просто как модификация, и все. Не менялось внутреннее наполнение. А в чем модификация? Что за свойства приобрели Ну эти вот новые? смотри, те, которые... Так, подожди, надо сначала. Когда рептилии прибыли на Землю, они стали влиять на людей. Со временем от них отделилось две части, которые стали демонами, ну, поменяли вообще свой вид на демонов и на этих драконов.
Потом начались вот эти вот эксперименты. Серые, как бы, они экспериментировали со всем, что им попадало в руки. Ну, животные, люди, сами они себя модифицировали. И рептилии тоже захотели. Но они как захотели, так и передумали. И получается, что те виды, которые вывели серые, они получились как изгои, да, такие, то есть их не продвигают, не допускают, обращаются с ними как с рабами. Вот они рабы, по Мгм. сути. Вот те, которые такие, как динозавры, вот они выглядят не как крокодилы, а как динозавры, как длинные ящерицы. Это уже их модификация внутри вида. Они сами выбирали такие внешние Образы. вид, да, А образы. внешний вид, он определяет содержание или свойства, или еще что-либо подобное? Ну вот крокодилы, они принадлежность к высшим как бы уровням. То есть это больше иерархические признаки? Да, Ты сказала, демоны и драконы появились как подвид. Что это за мутация или модификация? они закрепили этот образ как основной, чтобы отделиться от рептилий. А с какой целью? Зачем это нужно было? Такой образ Ну больше как новое подходил. какое-то, да, веяние, новое течение. Они сейчас не являются частью общей иерархии, они как вообще как отдельная ветвь существуют, они не взаимодействуют, в смысле там не Нет, поглощают они там. взаимодействуют. Да, демоны, они сдались очень быстро, но их поддержали, еще и добавили. То есть потому что они очень на тот момент были актуальны. А вот драконы, они пытались захватить власть, поэтому А их вот максимально держат в черном теле. а суть их в принципе та же самая осталась, что и рептилии? Или поменялось Нет, что-то? суть поменялась. Создание вот этих новых, ну, как бы подвидов, тех же демонов, драконов, оно обусловлено чисто существованием на Земле, то есть наличием каких-то течений, эгрегоров, сфер влияния или еще чем-то. Ну, в смысле, Но что мне вот, Допустим, кажется, демоны что это, вот скорее всего, демоны больше... в подаче, ну, туда же относятся и все эти джинны, там, ну, все демоны всех религий. Мгм. Они относят, ну, это было с подачи, я так понимаю, рептилий, ну, основных видов. А вот драконы, они как противоборствующая сила в какой-то момент были. Но они быстро сдали позиции. Хорошо. Давай посмотрим следующий момент. Могут ли они принимать материальный облик? Нет. С какой целью рептилии в принципе прибыли на Землю? Чем люди являются для рептилий? Ну, рептилии прибыли на Землю, потому что здесь были уже души, люди, которых можно было захватить и селекционировать, выращивать, получать ресурсы, энергию. То есть у них сначала, конечно, было много работы, но теперь все работает автоматически. Хорошо, к вопросу способов. При помощи каких средств, манипуляций, возможно, другим каким-то образом, рептилии ловят, фиксируют души, перемещают на те же астральные уровни? Но с момента создания астральных уровней все очень сильно упростилось, потому что они работают очень много. Ну, вот если взять чисто работу рептилий, да, вот человека, с которой только рептилии работают, только своими методами, без всяких примесей, то это говорит о том, что человека надо убедить в том, что ему надо отдавать энергию Мгм. свою. Ну, ему за это будет или хорошо, или плохо, да, то есть там его или накажут, или поощрят. И внушить ему все заранее, то есть куда он должен стремиться после смерти. Рассказать ему, что он должен любить, чего хотеть и чего бояться. Все. То есть Вот первоначально это их чистые основной, методы рептилий. первоначальный метод воздействия это был момент убеждения, манипуляций
Ну и тому подобное, да? Ну и плюс простраивание структуры, которая тебя будет держать в рамках. Ну, то есть четких инструкций, которыми ты можешь пользоваться, не включая свой мозг. То есть их религии, их там любые верования, культы, то есть тебе скажут все, куда идти, что тебе за это будет, как тебе там покаяться, как тебя поощрят за то, что ты хорошо служишь, и скажут, куда стремиться после смерти. Хорошо. На чьей Ну, у них энергии был больше построен первый идей. Астральный уровень. Ну, на энергии людей. До того, как был создан первый астральный уровень, в каком пространстве или каким образом были зафиксированы туши? Но был ли момент, когда что-то было промежуточное между той субстанцией, которая вот со временем превратилась в рептилий, и астральными уровнями, где фиксировали? Или все уходили в общее и без вопросов? И Нет, питались только но тем, что есть здесь, на Земле? были элементарные уровни, какие-то комнаты и колбы были, и все было, просто это было более примитивное. А откуда технология взялась? Сами создали? А, ты имеешь в виду до серых еще? Да. Ну, они начали моделировать астральные уровни уже сразу. У них опыт был уже. Опыт после взаимодействия с какой-то другой цивилизацией? Да, ну мы не первая ферма. Хорошо. Душа интересна рептилиям в качестве источника энергии. Получают эту энергию никаким образом. Как Ну, они любым, то обеспечивают есть это? они могут, если человек живет, да, то есть его провоцировать, как выбросы, да, вовне, которые они могут собирать. Они могут подсаживать особь, которая будет непосредственно питаться внутри тела, а могут через эгрегоры собирать. То есть это подключение все-таки к чему-то, в конце Но это концов. уже новые технологии. А первоначально? Первоначально только провокация на выброс и внутри тела. Подсадка? Всё. Подсадка, да, в тело и То провокация. есть сбор энергии происходил только при непосредственном контакте. Мгм. Я так понимаю, какая-то жирная сидит там наверху. Мелочь отправила, подсадила, тут там собирает, потом что, она его оттуда вытащила, высосала и отправила обратно, или как это происходило? Как происходила транспортировка энергии от низших вот этих вот рептилий к высшим? Ну, выбросы просто они ходили, провоцировали, кто кого-то поглощал. Но в основном те, которые подсаживали, они для того, чтобы они выросли, а не для того, чтобы их поглотить. Ну, Понял? а сам процесс питания как был организован? Ну, это же не пойти в столовую там съесть бутерброд, это немножко другая история. Вначале это было на уровне столовой. Мгм. А в Потом дальнейшем они во уже что это начали трансформировалось? внедрять ну, такие культовые вещи. Там уже пошли полноценные выбросы, то есть полноценный сбор, контейнирование. Рептилии всю ту энергию, которую они собирают, они ее тут же поглощают или у них есть некие хранилища? Ну, Нет, есть резервы. хранилища, и их снабжали, как бы, когда они тут только начали, снабжали энергией из других источников. Ну, я имею в виду с других колоний. Хорошо. Каким образом рептилии внедряли первые религии? То есть что за принципы, механизмы применяли воздействия или взаимодействия с людьми? Ну, они не усложняли ничего, они просто спускались на землю в формате богов. И все это рассказывали, как А надо молиться, как надо, что делать. мы предварительно выяснили, что материальный облик они принимать не могут. А в каком виде они спускались? Для того, чтобы их смогли увидеть, отследить, прочувствовать, в конце концов. Ну, это были как костюмы, ну, созданные искусственно. Но если мы берем те религии, которые с какими-то существами, то есть у них было несколько путей. Первое, они могли действовать через человека,
ну, как бы подсаживаясь в тело, как хозяева, да. Мгм. Второе, они могли, ну, как запустить процесс выхода сознания. То есть, допустим, в этом культе принято там что-то выпил и улетел. И вот на моменте улетел с ними общаться. Так. А в виде вот образов, там, видений, здесь это работа с сознанием или все-таки они там как-то являлись в виде каких-то? Чем тебе в измененном состоянии разговор с какой-нибудь там рептилией, это не образ и не Хорошо, видение. если это не измененное состояние, если это явление группе людей, там, я не знаю, на площади увидели, не знаю, светящуюся фигуру в воздухе, которая им там что-то вещает. Это уже проекция, это уже технологии серых. То есть это манипуляция с Но сейчас сознанием очень все-таки. сложно разделить то, как они работают, потому что у них много не своих технологий, да, вот на сейчас. То есть все сложились, скинулись в кучу, да, и получили тот результат, который есть на сейчас. Но когда они здесь были сами, им приходилось выкручиваться как могут. Ну хорошо, давай тогда посмотрим на сейчас. Они Теперь. являлись, ну вот я понимаю, что они могли как-то являться как м, какие-то костюмы, ну я не знаю, как это объяснить. Ну а к чему такие сложности, если эти все образы можно было простроить, не знаю, в подсознание? Ну, то есть то, что мы видим, не факт, что мы И видим это. ты все, что рождается в твоем сознании, очень быстро обесцениваешь. А то, что на тебя подуло, наплевало, там, подожгло тебя, ты не наплюешь. То, что ты ощутил физически, погладила, там, ударила. Хорошо. Скажи, пожалуйста, на момент сейчас рептилии продолжают взаимодействовать с человечеством на уровне также вот манипуляций, религии, убеждений, или они уже стали применять какие-то технические методы? Сейчас все перемешано. Технологии спрутов, серых, всех-всех-всех, все сложено в кучу, и есть огромный механизм, который работает. То есть они в Никому уже тандеме шевелить взаимодействуют. булками не надо. То есть у них есть доступ к комплексу имплантов, каких-то еще технологий, Ну, более конечно. обширного спектра действия или там коллективное влияние Уже на таких Массы. стараний не нужно. Они и сейчас могут являться, но это, ну вот эти костюмы, ну, это больше проекция. Как объяснить, даже не знаю. Но это не голограмма, понял? А как собираются частицы во что-то, ну, такое более-менее материальное, но оно неодушевленное. Хорошо. Тот арсенал, которым владеют рептилии, Ты, наверное, которым не... они распоряжаются, что-то они получили от осьминогов, от серых, там еще от кого-то. На чем основан вот этот процесс взаимодействия? Первоначальный сбор энергии, я так понимаю, происходит, ну, в конце концов, теми же рептилиями, то есть через эгрегоры, через их структуры. Там те же серые и осьминоги, что получают в результате этих отношений? Энергия. Напрямую или рептилии им просто отстегивают ее? У них есть, ну, процентное какое-то соотношение. Это на уровне договоренности, контрактов. Есть на уровне договоренности. Они где-то зафиксированы, эти договоренности? Или им в этом нет необходимости? И на каком уровне произошла эта договоренность? То есть есть какие-то представители у серых, ну у рептилий, понятно, мы определили, что есть иерархия, у осьминогов. В результате каких событий появились эти договоренности? Ну, по мере прибытия в пространство на территорию рептилий заключались договоры. То есть первоначально на Землю прибыли, я так понял, рептилии, потом уже добавились остальные. Да. Хорошо. Давай посмотрим один из вариантов какой-нибудь и попробуем отследить процесс, как они вклинивают, сопровождают реализацию своих сюжетов, то есть вариантов развития событий в жизни ну, вот конкретного какого-то человека. То есть что происходит на тонком плане до момента воплощения, ну и уже в самом моменте воплощения. Ну, программа на воплощение прописывается в договоре на воплощение. Учитываются родители, там,
место жительства, все подбирается. То есть Люди, которые приходят, которые прописаны тоже. Ну, это эти все определенный моменты, план. по сути, они происходят с согласия души. Ну, не всегда. Они всегда это как? Ну, кого-то спрашивают, кого-то нет. Ну, кто-то дал согласие на взаимодействие, уже не спрашивают. То есть единожды когда-то в прошлом воплощении дал согласие, ну и все, в общем-то, контракт подписан. Ну, а кто-то пленники, кого-то вообще не спрашивают. Ну, это Хорошо. надо индивидуально смотреть. Ну, бывают, допустим, моменты, когда человек неосознанно выполняет действия какого-то контракта, ну и зачастую так и происходит. То есть следует этому контракту. Ой, я Каким тебе образом, больше скажу, что человек в нашей реальности, в нашем времени 99% своих действий делает неосознанно. а что влияет на принятые им решения? То есть, Контракты, договоры выполняет. ну, это И, прописано изначально, а вот совокупность событий, факторов, ситуаций, вот все же, в принципе, ведет к какому-то конкретному варианту развития событий. Что влияет на возникновение этих ситуаций? Ну, это же ну, ее контракт. Ну, то есть, придя на воплощение, нет выбора, следовать или не следовать. Ну, у тебя бы был выбор, если бы ты осознавал, что у тебя есть контракт. Ну, а я о нем не помню. Я не осознаю, какой там Ну, так контракт вообще. какой выбор у тебя есть? Ну, у меня есть выбор, в принципе, выбирать все, что я хочу. Хочу пошел направо, хочу пошел налево. Нет, ну, понимаешь, если нет осознанности, то и выбора нет. Ты не хочу, а пошел и пошел. Пошел на работу, пошел в школу, пошел туда, пошел сюда. Нет у тебя выбора. Есть ну, определенный набор имплантов, есть определенный набор контрактов, которые в совокупности составляет твою жизнь. Ну, то есть, допустим, женщина заключает контракт, да, на какое-нибудь там, ну, насилие или еще что-то. И она прям вот видит и выбирает из толпы тех мужчин, которые будут ее обижать. Они самые лучшие. И других она просто не замечает, потому что работает ее контракт. А есть имплант, который, допустим, ну, она встречает разных мужчин, но с нормальными она ведет себя как дура, а с такими, которые ее хорошо колотят, она ведет себя тихо. Ну, например, вот разница между имплантом и контрактом. Ну, контракт это и есть, по сути, программа, но никто с тобой не бегает всю жизнь. То есть есть вместимые души, за которыми следят пристально и с которыми там ходят сопровождения, или какие-то очень важные и значимые в масштабе, да, астрала или в масштабе мира, ну, то есть физического мира. С ними возятся. Остальные просто биомасса тут перемещается по своим четко уже заданным векторам, и все. Никто на них время не тратит. Ну, вот эти вот мелкие всякие паразиты, которые там корректируют их в мелочах, которые отслеживают, чтобы все было по плану, которые там поправляют импланты, доставляют, подставляют. Но это не касается тех, которые являются частью экспериментов. Там у них у каждого свой уровень контроля. Смотри, взятый в банке кредит не всегда подразумевает то, что человек его вернет. Ну, есть контролирующие какие-то органы, которые, или есть там свод законов, которые человек вынужден соблюдать, опасаясь последствий. То есть, что Но у здесь нас же срабатывает? тоже есть контролирующие органы. Ну, то есть ты в любом случае, попадая в определенные условия по, ну, к примеру, да, давай на примере, если так непонятно. Вот, допустим, рождается женщина, и ей надо быть в несчастном браке всю жизнь. Так. Мучаться, плакать, там, и родить 150 детей при этом, и умереть от того, что она истощилась, ну, к Мгм. примеру. И вот она попадает по контракту, изначально прописано, мусульманская семья где-нибудь в глухой деревне, где четко соблюдаются все
религиозные принципы. Вот она рождается, ее там воспитывают, отдают замуж за нелюбимого человека, которого выбрали родители. За нее дают там 5 баранов, и все счастливы. Она бесконечно рожает детей, потому что контрацепции в этой деревне в принципе не существует. Ну вот контракт выполнен. Ну, то есть соблюдение, Ну, насколько я понял, в конце начинает концов кашлять, сводятся. и медицины у них нет, и она умирает. Ну, ты понял, да? То есть контракт был такой, ее достаточно было просто запихнуть в эти условия. Ну, там, что и параллельно ставили, какие импланты, это одно. Но сама точка входа, она уже определила большинство пунктов, которые были прописаны изначально. Но То это есть, вот самый простой вариант, когда правильно заданные условия определяют выполнение контракта. Но они не всегда так заморачиваются и могут корректировать в процессе. То есть в конце концов мы определили тот момент, что выполнение контракта в первую очередь обусловлено теми первоначальными условиями, куда воплощается душа. То есть это окружение, Да, какие-то социальный уклад, условия жизни и так далее. ну ты Правильно? понимаешь, что ты один и тот же. Ну вот возьми себя и помести в семью военного, в семью священника и в семью рецидивиста. ну, Понятно, что суть твоя понятна. личность, да, будет формироваться по-разному. Хорошо, тогда к вопросу следующего порядка. Каким образом они создали такое количество вот этих моделей, ну, то есть фактически первоначальных условий, то есть что позволило им вот это развернуть всю эту структуру? Это был какой-то эволюционный процесс? То есть изначально все было достаточно примитивно просто? Да, это было просто, потом это уже похоже на компьютерную программу. Знаешь, как по смешиванию краски. Вот ты когда краску заказываешь определенного цвета, компьютер точно знает, сколько надо добавить там капель того, того, того красителя, да? Чтобы получился этот цвет. И если ты придешь еще раз и вот докупать краску, то он сделает ту же процедуру, и все будет точно так же. Ты получишь такой же цвет. Но если бы этот человек делал вручную, вряд ли бы ты получил тот же результат, да, ну на глаз. Ну, кстати, действительно выглядит очень логично, хотя бы по той простой причине, что количество первоначальных ситуаций, оно вполне себе ограничено. Ну, то есть первоначальных условий. Если их определить как некие факторы, Вопрос в том, что есть то база. Можно перечислить на пальцах Есть просто. программа, которая это все подбирает, да, просчитывая Мгм. варианты. Да. То есть это агрессивные родители там или пьющий, Да. или условия жизни какие-то негативные, или Ну там и зная религиозные тебя, убеждения. Все то есть понятно. если ты агрессивный, да, или там, если ты пассивный, то есть агрессивная семья тебя или разозлит, или Да. уничтожит личность. То есть изначально учитывая твой внутренний, ну как бы твою суть внутреннюю, Мгм. легко угадать результат. Понятно. И только те люди, которые действуют не по привычке, не по шаблону, а могут сделать по-другому, понимаешь, свернуть с пути, Выходят за рамки своей привычной выходят, модели да. поведения, да? И Или тут привычной сути. начинается, их или начинают штурмовать сильнее, чтобы загнать обратно, или уже они потеряны для этого. То То есть есть, смотря как далеко ему удалось уйти. если я правильно тебя понял, то залог успешного выхода из системы, построенной рептилиями, это кардинально поменять свою модель поведения для того, чтобы выйти Привычки из, менять, да. да, из первоначальной структуры, в которую тебя загнали. Что позволит тебе выйти из первоначальной структуры. Да, да. То есть делать Супер. нелогичные для себя действия, да, нестандартные. Хорошо. Вопрос следующий. По поводу сферы влияния рептилий в масштабах человечества. Ну, то есть в каком процентном соотношении они контролируют вот все процессы, что происходит на планете? 100%. Посредством чего они достигли такой степени влияния? Ну, Вовлечение в свои эти все системы, то есть эгрегоры, еще ну, какие-либо это вообще структуры. их система. Ну, какое влияние фермера на
овец на своей ферме. Но только от фермера зависит, когда они будут кушать, когда пастись, да, там гулять, когда они будут спать. Но если он захочет, он их всю ночь будет гонять по полю. Не захочет, загонит их в загон и все. Я понял. Хорошо, скажи, пожалуйста, способ их взаимодействия со всеми людьми одинаков или существуют некие группы или сообщества или еще кто-либо, с кем они взаимодействуют как-то иначе? Ну, ты понимаешь, они пришли, когда на Землю, здесь было мало душ. И когда они начали селекцию, тут же эти серые подключились, и они стали наполнять разными существами, разными душами. И подход ко всем достаточно разный. Ну, то есть учитывается суть человека, потому что ну, не со всеми можно справиться одними методами. Здесь понятно, но суть моего вопроса была немножко в другом. О том, как они взаимодействуют, ну, предположим, со властимущими. То есть с теми, кто обладает большим влиянием на сознание групп людей, чем, ну, простой рядовой гражданин. Ну, там в основном работают хозяева. Они не сильно доверяют людям. Ну, там более тесный какой-то контакт, более внимательные манипуляции или что? Они Методы просто берут отличаются? это в свои руки и все. Это хозяин в теле человека. Это рептилия, которая находится там на А, правах вот настолько хозяина. под свой Да. контроль. А как можно Ну, чем идентифицировать? влиятельнее, тем, ну, допустим, какой-нибудь там правитель мелкой страны там в Африке, он, допустим, не так важен им, поэтому там не всегда хозяин. И чем мощнее там и спруты, там все. Ну, ты так сказала, как будто если человек находится на руководящей должности, то он обязательно под влиянием. Ну, если он находится в иерархии сверху, да, Третьего не дано? Но нет, свободных людей нет у власти? нет, беззубых крокодилов в реке нет. Я понял. А скажи, пожалуйста, там есть ли какой-то способ или возможность, ну, идентифицировать человека, у которого есть подселение, которое его контролирует вот целиком полностью? Да, Как? посмотреть на него тонким взором, оно проявится. Ну, хорошо. Процесс подселения. Как происходит? Ну, я так понимаю, что в конце концов это должно быть позволение. Понимаешь, позволение, оно в первую, ну, как бы, если бы на другой планете нашли человека и решили к нему подселиться, на свободной планете, тут уж у всех уже позволение есть, лазейка есть, все. Понимаешь, в чем прикол? В том, что пока ты находишься в поле мамы, у них уже есть позволение на маму. Соответственно, и на тебя. Понимаешь? То есть нет того момента, где ты делаешь выбор. Хорошо, а тот человек, который попал под влияние, ну, вот такое глобальное, он вообще осознает, что с ним происходит, суть событий? Есть ли у него хоть какая-то возможность выйти из-под этого всего? Ты имеешь в виду, которые власти, да? Ну, он находится под тотальным контролем. Ну, то есть заперт в Ну, собственном теле. Или там даже мыслей подобных не возникает. нет, ты что, он же думает, что это он такой классный. То есть там нет и вот этого элемента одержимости, они очень тихо управляют. Мы вот сейчас поговорили о власти имущих, а о... Определенной Ты не властью. исключай как бы еще влияние спрутов, я тебе сказала. То есть какой-то левой мысли там уже проскочить особо не может. Это очень ответственно. То есть вот эти вот пятнашки, которые у нас есть страны разные, да? Почему они разные? Потому что можно влиять на мир в целом за счет переставления их местами. На это как бы бросаются основные силы, то есть руководители, религиозные лидеры и политические лидеры. Все. Ну, То то есть есть, по такого сути, ты сейчас говоришь все-таки о политических, о религиозных, ну и тому подобных лидерах. То есть, ну, просто изначально это прозвучало как любой успешный человек, более-менее успешный человек, он, скорее всего, продвигается за счет если он чужой энергии. влияет на мир, то да.
то он Ну, под влиянием. Ну, то есть даже если он не был изначально под влиянием, то как только он начинает ну, влиять на мир в политике или в религии, то есть его все время пытаются куда-то приобщить, понимаешь? ну, мы пытаемся влиять на мир. Ну, понимаешь, если бы мы пытались влиять на мир, ну, в том смысле, в котором, ну, я тебе сказала, да, то нам бы предложили или религию, или политику. Понимаешь? Ну, мы не влияем на курсы валют, мы не влияем на результаты выборов. Мы не влияем на систему, получается. Мы вырываем из нее людей. Я имею в виду, вырываем из ну, как бы механизма, Мгм. механизма. Они перестают быть винтиком в этом механизме. Они остаются на территории системы, но в процессах они перестают участвовать. Они не ходят в крестный ход, они не лезут в политику. То есть они выпадают из системы. Они не доказывают с пеной у рта, что надо голосовать за этого президента или верить в этого Бога. Понимаешь? Ну, не участвуют в этих массовых сбросах энергии, не участвуют в противостоянии там одной религии против другой, одной политики против другой. Не идут воевать. То есть ты хочешь сказать, что в принципе законодательная власть или строй, его необходимость обусловлена тем, что природа человека настолько изменена влиянием системы, что мы просто друг друга тут поубиваем. И в первоначальном нашем воплощении нам бы все это не нужно было. Ни лидеры, ни законы, ни руководители. Ну, Да? понимаешь, наша изначальная суть, она предполагает выбор лидера как самого умного и, скорее всего, самого старого. Понимаешь? Ну, самого опытного, я бы сказал. Да, самого опытного. И не потому, что он может сказать, да, кому что делать, ну, не учитывая, а научить. А в результате все это было извращено до такой степени, что мы выбираем в качестве лидера даже непонятно кого. И непонятно из чего Ну, исходим. посмотри, как у нас относятся к, ну, мудрым, старым, да, вот тем, кого бы выбирало изначально человечество лидером. То есть их просто затирают, уничтожают, умерщвляют. Все. Хорошо. Постарайся понять, забирают ли рептилии какие-либо физические объекты с Земли, ну, в частности, может быть, минералы, какие-то полезные ископаемые. Ну, в частности, есть такой миф по поводу того, что рептилии с нашей планеты вывозят золото. Ну, это можно воспринимать как метафору. Золото — это наша энергия, самое золотое золото. И они ее реально вывозят. Вообще по всем этим ископаемым минералам серые специализируются, это их ниша. А рептилиям ничего физического от нас не надо. Ну, Мгм. физических каких-то. А вот серым, да. Я тебя понял. Наталья, благодарю тебя за этот интересный сеанс. Будем возвращаться? Да. Хорошо.